Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 26 апреля. Поехали! Внезапные сильные дожди, которые начали идти еще вчера в Малайзии, вызвали локальные наводнения и затопили несколько районов долины Кланг. Особенно пострадал Куала-Лумпур. Ливневые осадки, которые продолжались более 2 часов в столице, привели к тому, что дренажная система, в том числе и дорожный дренаж, не справлялись с высокой пропускной способностью. Наводнения вызвали заторы на дорогах и повредили несколько автомобилей, застрявших на основных магистралях. Уровень воды местами превышал отметку в 1 метр. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. СМИ сообщили о гибели 5 человек. Спасатели провели более 100 операций на воде, помогая водителям, застрявшим на своих авто в огромных лужах. Эта проблема с наводнениями в столице после сильных дождей сохраняется уже последние 5 лет. Торнадо категории EF0 обрушился на город Итон в округе Лоррейн, штат Огайо. Этот торнадо обрушился на город около 2 часов дня. По данным метеослужбы, он находился к северо-востоку от города Итон и прошел полосой, достигавшей 15 км в ширину. Наблюдать его можно было около 2 минут. Максимальная скорость ветра составила 116 км в час. Сообщений о травмах среди местных жителей не поступало, однако он успел повредить несколько промышленных зданий и автомобилей. Это самый слабый торнадо, если смотреть по категории шкалы Фудзиты. Поступали также сообщения о поваленных деревьях и опорах линий электропередачи. Местные власти уже приступили к оценке нанесенных повреждений, а также проводятся работы по восстановлению инфраструктуры. Апрельским снегопадом завалила Карагандинскую область Казахстана. Автомобильные дороги пока открыты, местные жители делятся видео и фотографиями аномального снегопада. В ночь на 26 апреля в области было объявлено штормовое предупреждение. По данным Казгидромета, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. По словам синоптиков, данное погодное явление ранее предсказывалось, так как на юге Актогайского района были осадки в виде сильных дождей, а в большинстве регионов Карагандинской области наблюдалось понижение температуры. 2 антициклона встретились и образовались осадки в виде снега. В Карагандинской области ожидается резкое потепление. Уже сегодня днем столбики термометра достигнут 16 градусов тепла. Погода любит удивлять жителей региона такими вот сюрпризами. Она может застать врасплох сильным внезапным снегопадом, а уже после быстрым повышением температур. Этому способствует резко континентальный климат в области, который часто меняет настроение погоды. В ближайшие 3 дня синоптики Казгидромет прогнозируют стремительное потепление на всей территории страны. Совсем не апрельская погода разбушевалась вокруг Байкала. Снегопад парализовал движение транспорта в районах Улан-Удэ и в Кабанском районе. Местные власти предупредили автомобилистов о сложных погодных условиях в 2 прибрежных районах – Кабанском и Прибайкальском. Из-за ветра и обильного снегопада ухудшилась обстановка на федеральной трассе. Сейчас в районе Выдрина наблюдается скопление грузового транспорта. Местами образовались заторы и на дорогах. Водители призывают воздержаться от поездок в этих направлениях. Из-за метеоусловий утренние рейсы не принимал и аэропорт Байкал. Восстановить авиасообщение удалось только ближе к обеду. Между тем, устранять последствия апрельского снегопада коммунальщики начали с 3 часов ночи. Местами намело довольно прилично, более 20 сантиметров снега. Ночью температура достигала отметки в минус 6 градусов по Цельсию, а уже сегодня днем до плюс 8. В Брянске и Брянской области остается очень сложная ситуация с половодьем. В зоне подтопления на территории областного центра находится 630 приусадебных участков и 45 жилых домов. По данным на сегодняшнее утро, уровень воды в реке Десна составил более 5 метров, а в Болве около 7. Ранее сообщалось, что в случае подтопления в Брянске в сложной ситуации могут оказаться дома, которые расположены в поселке Радица-Крыловка с населением около 3500 человек. В областном центре подготовлены пункты временного размещения на 570 мест.
Добавим, что апрель месяц в Брянске уже стал самым влажным за всю историю наблюдений за погодой. С начала месяца там уже выпало почти 4 месячных нормы осадков, а это 387%. Вода тем временем пока не убывает, а наоборот постоянно прибывает с каждым часом. Ураганный ветер с градом и дождем обрушились на китайский город Шанхай. Как информируют синоптики, последний раз такое буйство непогоды наблюдалось 45 лет назад. Максимальные порывы ветра превышали 31 метр в секунду. Ветер такой силы срывал обшивку со зданий, подкидывал в воздух и переворачивал автомобили, валил деревья и рекламные конструкции. По городу летало практически все, что было не закреплено. Китайские власти объявили красный уровень опасности, причем выпустили сразу 3 погодных предупреждения о сильном ветре, дожде и выпадении града. В некоторых районах города из-за сильной грозы так сильно потемнело, что день превратился в ночь. Сильный ветер сопровождался обильными осадками, местами даже выпала двухнедельная норма. Многие местные жители поделились этими ужасными кадрами буйства стихии в социальных сетях. Синоптики дают утешительные прогнозы. Уже завтра стихия должна стихнуть, но осадки в виде дождя не прекратятся, возможны локальные наводнения. Саудовскую Аравию накрыл градовый шторм и сильные ливни. Уже который день в Саудовской Аравии наблюдается непогода. То выпадает град, то сильный дождь, который вызывает наводнение, а местами обрушивается и пылевая буря. Сегодня город Биша столкнулся с градовым штормом. Размеры градин, которые бомбили все вокруг, достигал от 3 см в диаметре до 6 см. Многие местные жители прятали свои машины под навесы, а кто не успел, переждал стихии под открытым небом. Этот град падал несколько часов, при этом иногда прерываясь. За время своего буйства он успел нанести урон инфраструктуре, а также материальный ущерб местным жителям. А это уже видеокадры с Асир, административного округа на юго-западе Саудовской Аравии. Сильные ночные дожди вызвали локальные наводнения. Наблюдались сильные потоки воды, попасть под которые было бы, наверное, верной смертью. Мало этого, дожди сопровождались выпадением града размерами до 2 см в диаметре. Град не крупный, но выпало его довольно много. Местами образовались целые сугробы. В мексиканском муниципалитете Тласка на севере штата Тласкала был замечен огромный торнадо. Местные жители были удивлены этим погодным явлением. Сотрудники гражданской защиты Тласкалы посетили этот район после прохождения смерча, чтобы обнаружить возможный ущерб, причиненный им. Событие длилось около 10 минут. Размеры этого гиганта действительно впечатляют. Жертв и пострадавших не отмечено. Крупный град не обошел стороной и мексиканские муниципалитеты. Град размерами более 5 см в диаметре выпал в городе Матеуала, который входит в штат Сан-Луис-Потоси. Очевидцы события, которых застал этот град на одной из трасс, отметили, что льдины изрядно напугали их. Многие автомобили были сильно повреждены. Разбитые стекла, помятые крыши и капоты – вот такой теперь вид после буйства стихии. Как информируют местные СМИ, этот шторм прошел довольно узкой полосой. До населенного пункта так и не добрался. Ущерб домам местных жителей нанесен не был. Синоптики предупреждают, что сегодня и завтра возможен сильный дождь в сопровождении с крупным градом. В аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилочи, который находится в провинции Рио-Негро, Аргентины, обрушился снегопад. Снег начал идти еще вчера вечером, и местами выпало до 10 сантиметров снега. В горных районах ситуация обстоит куда хуже. Высота снежного покрова достигает 40 сантиметров. Температура резко опустилась до отметки в минус 3 градуса по Цельсию. Сейчас в регионе наблюдаются температурные качели. Днем воздух прогревается до плюс 8, а ночью опускается до минус 4. Из-за непогоды была нарушена работа местного аэропорта. Попадали многие деревья, которые не выдерживали веса выпавшего снега. Барилочи – один из самых популярных центров отдыха Аргентины. Местные жители называют его «маленькой Швейцарией». Синоптики прогнозируют снежные осадки как минимум до конца недели, а тем временем жители делятся этими потрясающими кадрами в социальных сетях.
За последние сутки на Земле произошло 102 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,3. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 3 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Национальный парк Уоткинс-Гленн, Нью-Йорк. Национальный парк Уоткинс-Гленн расположен возле городка Уоткинс-Гленн в штате Нью-Йорк. Одним из самых красивейших мест в парке является живописное 400-метровое ущелье, которое имеет глубину около 120 метров. Недалеко от городка расположено озеро Синека, входящее в состав Пальчиковых озер. Оно придает местности неповторимый колорит. Никого не оставят равнодушным великолепные каменные мосты, с которых можно увидеть ближе величие этого ущелья, а также 12 красивейших низкопадающих водопадов. Территория парка Уоткинс-Гленн в своем составе имеет 3 террасы, которые соединены между собой, а это позволяет смотреть как на дно ущелья, так и взобраться на его вершину. Удобные и красиво выполненные каменные дорожки, расположенные по периметру ущелья, дают возможность любоваться этим дивным творением природы с многих ракурсов. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.